Друзья, купил орхидею в магазине, но у этой орхидеи, как вы видите, совсем гнилые корни. Их практически сквозь прозрачный горшочек и не видно. То есть одни мертвые корни, сгнившие, живых практически нет. Что будем делать? Каким средством будем с вами ее обрабатывать, если, например, у нас под рукой нету каких-то доступных средств от гниения корневой системы орхидей, а пересадить орхидеечку очень нужно. Друзья, предлагаю вам сегодня вместе со мной в этом видео достать из горшка эту орхидею, посмотреть, что там с корневой системой, и обработать одним из доступных средств от гниения орхидеи, и уже после этого сделать пересадочку или поставить орхидею на наращивание корневой системы. Но это мы узнаем только после того, как достанем эту орхидею из вот этого вот магазинного горшка. Орхидея уже отцвела. Это очень, друзья, роскошная, интересная орхидея, которая называется Ice Whisper Big Lip. Снежная, роскошная орхидеечка. Вот сюда вставлю вариант ее цветения. Очень красивая, снежная. И самое, что интересное, если перевести дословно Ice Whisper Big Lip, то получается ледяной шепот больших губ. Вот такое вот интересное романтическое название у этой орхидеи. Но посмотрим, насколько романтические у нее корни внутри горшка. Ну что, начнем, друзья, процедуры. Для этого возьмем наш поднос и сперва засвидетельствуем ее, снимем на видео, посмотрим, в каком она у нас состоянии. Макушка вроде бы у нас очень и очень хорошая, листья без видимых каких-то поражений, то есть ничего такого плохого мы не видим. Единственное, что вот у нее гнилые корни. И всегда возникает такой, знаете, вопрос, что делать с орхидеей, чем можно из подручных средств обработать орхидеечку, если, допустим, нету каких-то там специальных препаратов, а орхидею нужно срочно доставать из горшка и спасать. И вот сегодня, друзья, мы вместе с вами сделаем такую обработочку и посмотрим, как поведет себя орхидея. Итак, достаем орхидею из горшка вот такими вот сдавливающими движениями, извлекаем ее отсюда. И вот такая вот у нас, друзья, картина. Что за грунт? Грунт, друзья, у нас здесь все уже прям, можно сказать, практически разлагается. Смотрю, в наличие в грунте достаточно много есть. Вот видно, убегают со света блестящие такие. Видите, вот он ползает, видите, такой вот. Вот он побежал. Это, друзья, насекомые, которые напрямую не вредят орхидеи. То есть они не питаются, не пьют сок у орхидеи. Смотрите, здесь либо отсутствует горшочек, маленький такой вот торфяной стаканчик, да, либо он уже разложился. Нет, друзья, отсутствует. Тем не менее. Значит, эти маленькие насекомые, они напрямую не вредят орхидеи. Они питаются вот таким вот, видите, разлагающимся субстратом, разлагающейся органикой. А вот, к сожалению, есть насекомые, которые непосредственно могут и вредить орхидеи. Это хищные насекомые, которые как раз таки питаются этими маленькими насекомыми. И те хищники уже лазят по всей орхидее и на своих лапках разносят вирусы и грибково-бактериальные заболевания. Вот они уже непосредственно
вредят орхидеи. Поэтому, конечно, вот из такого грунта орхидеи нужно пересаживать. Здесь у нас, я вижу, кусок, кстати, древесины кусочек, видите, археата. И, ну вот, археата и, наверное, еще добавлен сюда торф. Да, немного торфа. И смотрите, какие корни. Корни вот так вот сгнивают. Что, будем чистить. И затем промывать эту всю разлагающуюся субстанцию. Сейчас я сниму сперва весь этот балласт. Это уже все негодное. Это уже все, друзья, нам не нужно. Так, ну что, теперь выискиваем, есть ли что-то живое. Нет, живого нету. Вот это вот корень пустой, он уже сгнил. Удаляем. Дальше, здесь что у нас с корнями? Здесь тоже у нас все сгнившее. В орхидее практически нету живых корней. Поэтому мы ее, конечно, пересаживать сегодня не будем. А вот обработать вот это все от гниения средством, когда нету под рукой каких-то химических препаратов специальных, мы сделаем. Так, ну что, листик вот этот вот удаляем. Он не нужен. Корень, смотрите, вот этот вот полностью пошел гнить. Мы его тоже срезаем. Опа, он не нужен. Дальше смотрим, что у нас здесь. Так, воздушные корни. Друзья, орхидея вообще у нас практически корневую потеряла. Здесь срезаем нижнюю часть. Вот эти все уже сгнившие корешки тоже. Так, ну и вот этот корень тоже. Здесь у нас от корней, в общем-то, остались маленькие огрызки. Ну, вот эти вот. Так, из листьев что мы будем оставлять, что будем убирать? Ну, вот этот лист, наверное, мы уберем. Он нам не нужен. Чешуйки тоже, друзья, снимаю, чтобы освободить основание орхидеи. Все, вот так вот. Так, вот это тоже у нас корень, смотрите, из него он течет жидкость разлагающаяся. Его тоже удаляем. Вот так вот. Так, что у нас тут осталось? Осталось у нас здесь совсем ничего. Так, тоже мертвый вот этот корень. Все, друзья, орхидея у нас осталась с двумя вот такими вот небольшими воздушными корнями и один корень, который тоже практически уже полуживой. Все. Итак, обрабатывать мы будем сегодня одним из средств, которые вы уже видите на своих экранах. Совершенно верно, это Domestos. Пока я давайте приготовлю сперва раствор, а потом немножечко расскажу, в чем смысл всего этого. Так, на 1 литр воды, друзья, мы добавляем 1 или 2 максимум капли. Не более. 1,
2. Теперь размешиваем. И кладем сюда орхидею. Одна-две капли на литр воды, и на 10 минут мы ее ставим на замачивание. Все, она будет лежать в этой воде, замачиваться. После этого мы ее достанем, просушим, и уже если у орхидеи была часть какая-то хороших корней, то можно пересадить. Если у орхидеи отсутствуют корни, то ставим на наращивание корневой системы. Одним из нескольких способов у нас на канале имеется плейлист, который называется «Как нарастить корни орхидеи». В разделе плейлистов там достаточно много видео про абсолютно все способы по наращиванию корневой системы орхидей. Даже у таких совсем безнадежных, у которых совсем корневой системы нету, одни кочерышки. Заходите в этот раздел, смотрите, выбирайте приемлемый для вас способ наращивания корней. Он зависит от того, в каком состоянии орхидея, и от того, насколько вы можете этот способ обеспечить, вот так скажем. Ну а теперь о доместосе. Лет 7, наверное, назад я видел, как один английский джентльмен применял на своих орхидеях вот это вот средство. Брал тазик с водой, капал туда несколько капель доместоса и размешивал и замачивал в этом растворе котлеи, орхидеи, котлеи. И на английском, естественно, объяснял, значит, все таинство происходящего. О том, что в доместосе присутствует вот такое вот средство, точнее, вот такое вот вещество, которое называется гипохлорид натрия. Вот оно, друзья. Гипохлорид натрия. Именно это средство, попадая в воду, начинает распадаться на кислород, воду и там поваренную соль. И вот именно в процессе распада это вещество, оно убивает все возможные бактерии, грибки, вирусы и так далее и тому подобное. Именно поэтому доместос у нас используется, да, в бытовых целях как антисептик, как обеззараживающее средство. И вот люди, заметив наличие вот этого вот вещества, стали применять его, ну, опять же, иностранцы, да, европейцы стали первыми применять его на орхидеях, именно на орхидеях. Ну и уже некоторые архаманы России стали применять его и на своих орхидейках, перехватили это все, еще и розоводы в том числе стали добавлять в воду по несколько капелек для того, чтобы розы стояли дольше. Смысл в чем, что сама по себе вот это вот вещество доместос, он обеззараживает воду. И, ну, не именно доместос, а вот это вот вещество, гипохлорид натрия, он обеззараживает воду, и через некоторое время он распадается, то есть вода становится абсолютно чистая. И вот в процессе вот этого вот распада уничтожаются все бактерии и вирусы, и грибки в том числе, друзья. Поэтому, если нету под рукой каких-то специальных препаратов чтобы сделать профилактическую обработку от гниения, то можно применять вот такое средство доместос. Ну а мы с вами, друзья, вернемся к этой орхидее через несколько дней, когда подойдет время ее пересадки или
помещение этой орхидеи на наращивание корневой системы. Ну а пока она у меня полежит 10 минут в этом емкости с доместосом, и потом я ее поставлю на просушку вот в этот стакан, пока она не просохнет и немножечко пару дней не постоит у меня на полочке под освещением. И после этого мы ее вместе с вами уже вернемся и решим, что с ней делать. Пересаживать ее в открытый, в смысле не в открытый, а пересаживать ее в горшок, либо поставить ее на наращивание корней. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!